пчелиный хлеб, красноголовка, кашка, конюшина. Вы уже догадались, о каком целебном растении для орхидей сегодня будет мой рассказ? Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Сегодня долгожданное видео для многих зрителей об использовании клевера для орхидей. Видео, как всегда, будет состоять из нескольких частей. И если вы очень торопитесь, с помощью тайм-кодов или временных кодов, размещенных в описании под видео и в первом закрепленном комментарии под ним, вы сможете быстро перейти от одной части видео к другой. Те зрители, которые никуда не торопятся, смогут насладиться красотой цветения, даже нескольких цветений этой орхидеи, и послушать мои объяснения, почему именно этот фаленопсис я выбрала в качестве образца для применения клевера на орхидеях. А теперь, как всегда, обо всем по порядку. Фаленопсис Чиаейенлин в моем уходе с июня 2019 года, а это значит уже полных 3 года. Это тот сорт фаленопсисов, который очень активно и охотно цветет. В моих условиях и в моем уходе это растение цветет буквально круглый год напролет. Но цветение не относится к длительным, не более полугода. Зато во время одного цветения фаленопсис выпускает новый цветонос или цветоносы и продолжает цветение. Сейчас на ваших экранах весеннее цветение фаленопсиса Чиаейенлин прошлого года. Это цветение плавно перетекло в летнее, а затем осеннее. В последних числах октября прошлого года фаленопсис цвел вот так, на 2 пышных и красивых цветоноса. Все это я показываю вам для того, чтобы вы понимали, во-первых, потенциал растения, как часто и насколько обильно способен цвести фаленопсис в домашних условиях. Ну и во-вторых, для того, чтобы обратить ваше внимание на некоторые подробности. В частности, на корневую систему этой орхидеи, которая развилась настолько мощно, что буквально вытолкнула растение из горшка. Обратите внимание на то, как и куда развивается корневая система этого фаленопсиса. Все корни стремятся в горшок, они не расползаются вокруг посадки в поисках лучшей жизни, все они четко направлены в горшок. Еще во время цветения поздней осенью, находясь в полном распуске, фаленопсис выпускает новый цветонос. Сейчас я рассказываю обо всем этом в сжатом виде. Если вы хотите подробности, если вы только присоединились к каналу, ссылки на все предыдущие видео по этой теме я оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Стоит отметить, что именно это растение, а точнее на этом растении впервые применялся сок алоэ, не ферментированный, не разбавленный, чистый сок, а точнее мякоть алоэ по листьям этой орхидеи. Это было год назад. Тогда скептически настроенные зрители в комментариях под видео об алоэ написали, что сожгли листья своих орхидей соком алоэ. И я решилась на эксперимент. Я взяла лист алоэ, разрезала его напополам и натерла листья вот этого фаленопсиса. С тех пор утекло много воды, и уже десятки тысяч зрителей воспользовались моим рецептом о применении сока алоэ на орхидеях. По прошествии года яростные скептики заметно поутихли и поумерили свой пыл. А зрители, применив сок алоэ для орхидей, получили просто невероятные результаты. Нет ничего лучше, чем сок алоэ для того, чтобы выманить корни орхидеи или зацвести орхидею букетом. И если вы до сих пор ничего не знаете о применении сока алоэ для орхидей, пройдите в плейлист «Целебные снадобья для орхидей». Там есть несколько видео
и моих результатов, и результатов зрителей о применении этого целебного свойства сока алоэ. Цветение сезона первой половины 2022 года представляло собой цветение в форме дерева. Один мощный цветонос с несколькими ответвлениями. Обратите внимание, прежние цветоносы не засыхают, а это значит, вероятно, пробуждение меристемных почек на них. Корневая система растения продолжает развиваться, и я отчетливо понимаю, что этим корням уже совершенно некуда расти. Напомню, орхидея в этой посадке 3 года. Первый полный распуск первого полугодия 2022 года выглядел вот так. После этого каждое ответвление еще доращивало бутоны и распускалось все более и более пышно. Орхидейное дерево распустилось огромным, пышным, красивым, многослойным и многосторонним. С какой стороны ни посмотри, везде красиво. Для тех, кто не захочет смотреть предыдущие видео по данному сорту, скажу, что этот фаленопсис не ароматный. В современной культуре есть две формы расцветки листовых пластин данного сорта – классическая и вариегатная. У вариегатной расцветки тоже есть несколько вариантов с желтой каемкой по краю листа и с сизым цветом листа. У меня как раз второй вариант, и в дальнейшем я покажу вам эти листья. На этом фрагменте видео не очень хорошо видно, но листья у этого фаленопсиса не идеально зеленые, а будто бы серебристым напылением. И это уже съемка июля 2022 года. И вы посмотрите, из какого нетрадиционного места у этого фаленопсиса растет новый цветонос. А растет он из-под первого, только начавшего свой рост листа. И сколько бы вам ни рассказывали о признаках, после которых у фаленопсисов обязательно появятся цветоносы, можете смело говорить. Цветонос у фаленопсиса может появиться откуда угодно и без всяких признаков. Главное, чтобы на стволе у фаленопсиса была вызревшая меристема. Самые внимательные зрители наверняка уже обратили внимание, что в посадке у этого фаленопсиса что-то изменилось. И действительно, несмотря на то, что фаленопсис в очередной раз решил зацвести, я решила его пересадить. У меня достаточно опыта, чтобы пересаживать фаленопсисы в любой стадии их развития. Даже во время цветения и даже во время инициации этого цветения, то есть в момент роста цветоноса. Если вы не уверены в своих силах, если у вас еще мало опыта, не пересаживайте свои орхидеи во время цветения и во время роста цветоноса. Самое лучшее время для пересадки орхидеи – это время, когда она отцвела. В то же время у нее инициирована новая фаза ростовых процессов, то есть растут корни и листья. У моей орхидеи все ростовые процессы были налицо, росли и корни, и новый лист, и новый цветонос. И когда я начинала пересадку, я думала, что все произведу очень аккуратно, без повреждения корневой системы, методом перевалки, и все пройдет быстро и безболезненно для орхидеи. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Так и тут. Вынув орхидею из старой посадки, я поняла, что никакой из имеющихся горшков для новой посадки не подойдет, потому что корней слишком много. Таким образом, вместо банальной и нетравматичной пересадки методом перевалки у меня получилась пересадка с делением орхидеи. И сейчас на своих экранах вы видите нижнюю часть фаленопсиса Чиаенлин, которая осталась после деления. Нижнюю часть ствола орхидеи с прилегающими корнями я поместила в прежний горшок, в тот горшок, в котором она росла 3 года.
Для верхней части орхидеи я взяла максимально высокий горшок из всех, которые были у меня. По стенкам горшка я, как всегда, проделала огромное количество вентиляционных отверстий. Напоминаю вам, что корневая система фаленопсиса – это корневая система эпифита, и она выполняет несколько функций. Это функция поглощения воды и снабжения орхидеи водой, и функция дыхания. Корневая система фаленопсиса должна дышать, а для этого у нее должен быть постоянный и бесперебойный приток воздуха. На ваших экранах результат адаптации корневой системы с помощью настоя того растения, о котором я сегодня буду вам рассказывать. Посмотрите, буквально через неделю корни орхидеи пустились в рост внутри посадки. Более подробно результаты адаптации после пересадки с делением мы посмотрим в конце видео, а сейчас во второй части видео я расскажу вам о том растении, которое помогало мне в этом нелегком деле. Существуют сотни разных видов клевера, и большинство из них находят свое применение в медицине и народном хозяйстве благодаря целому букету полезных свойств, заключенных в соцветиях клевера. Первым у нас зацвел белый клевер. Его еще называют ползучим клевером, голландским клевером и кашкой белой. Для первых настоев я собирала его, но потом поняла, какое трудное это дело, ведь диаметр одного соцветия не превышает сантиметра. Когда пришло время цветения красного или лугового клевера, я поняла, что не все так плохо, и настои из клевера вполне имеют место быть. В христианской традиции 3 листика клевера ассоциируются с Богом Отцом, Богом Сыном и Святым Духом. 4-й листик растения означает милость Божию. В лекарственной индустрии и в системе народной медицины в качестве сырья чаще всего используются соцветия или головки клевера. В соцветиях клевера содержатся такие витамины, как А, С, П, Е, большинство витаминов группы В, витамин К, а также целый ряд незаменимых микроэлементов – кобальт, цинк, молибден, медь, марганец, железо, сера, фосфор, калий, кальций и магний. И уже только этого было бы достаточно для того, чтобы сказать настою из соцветий клевера «да». Но помимо этого у настоя соцветий клевера очень мощное антисептическое и противовоспалительное действие. Яркие биостимулирующие свойства клевера объясняются богатым содержанием янтарной кислоты, которая активизирует обмен веществ внутри организма орхидеи. И это вам не искусственно синтезированный аналог, а натуральный, 100% природный продукт. Для приготовления настоя наполняем стеклянную, эмалированную или керамическую емкость на 1/3 соцветиями клевера. Заполняем емкость до краев горячей кипяченой водой. Температура воды не должна превышать 90 градусов Цельсия. Это позволит нам сохранить максимальное количество витаминов в готовом настое. Максимально быстро закрываем емкость крышкой. Затем укутываем чем-то теплым и оставляем при комнатной температуре настаиваться 12-14 часов. Готовый настой не имеет интенсивной окраски и для опрыскивания может использоваться без разбавления. Опрыскивать листовые пластины фаленопсиса нужно с обеих сторон, особенно тщательно с нижней или с тыльной стороны листа, там, где располагаются устица и растягиваются устичные щели для осуществления процесса фотосинтеза. Тщательному опрыскиванию подлежат не только листовые пластины фаленопсиса, но и все его цветоносы, которые растут или которые еще не пожелтели.
Абсолютно на всех цветоносах, и на ранее цветших, и на вновь инициированных, мы с помощью опрыскивания пробуждаем меристемные почки и создаем новые ответвления цветоносов. Именно капли воды, попадающие на листовые пластины фаленопсиса, мгновенно повышают тургорное давление, растягиваются устьичные щели на листовых пластинах фаленопсиса и запускается процесс С3 фотосинтеза в дневное время. Если к 1 стакану настоя добавить 2 стакана воды, получится отличная вода для полива орхидей. Такая вода обеспечит вашей орхидеи обширным перечнем необходимых, незаменимых микро-макроэлементов, биологически активных составляющих, ферментов, всего того, без чего жизнь ваших орхидей не будет такой счастливой. Моя орхидея сейчас после деления и поэтому поливается исключительно проливом, несмотря на то, что находится в высшей стадии развития, то есть у нее растут корни, растет лист и новый цветонос. Поливаю по краю посадки из мерной кружки до стекания воды в поддон или внешнее кашпо. После чего вода не находится в поддоне или в кашпо, а сразу незамедлительно сливается. Напоминаю вам, что веломен, поверхностный слой корня орхидеи, не должен находиться в постоянном контакте с водой. Ну а теперь смотрим на конечные результаты съемки сегодняшнего дня, и мы можем оценить действие настоя соцветий клевера на орхидею. После деления у орхидеи начался активный корневой рост от ствола. Новый лист, который был совсем маленьким на момент деления, сейчас значительно подрос. В процессе деления я сохранила листовую массу фаленопсиса полностью. На фаленопсисе сейчас 9 листьев. Несмотря на то, что часть корневой системы фаленопсисом утрачена в результате деления, тургор листьев находится в превосходном состоянии. Ну и, наконец, то, ради чего мы приобретаем орхидеи. Это, конечно же, цветение. Не листва, не корни ценятся в орхидеях, а их великолепные цветы. Второе цветение 2022 года обещает быть не менее красивым, чем предыдущие. На цветоносе пробудилось сразу 3 меристемные почки, сам цветонос и несколько ответвлений от ранее цветших цветоносов. Вот такой результат, которому позавидует любое химически синтезированное и приобретенное за немалые деньги средство по уходу за орхидеями. От Владивостока и до Канарских островов цветут орхидеи по методу выращивания канала «Классика орхидейного жанра». Этот метод – строго выверенная система, основанная на научных исследованиях в области физиологии орхидей, на правильной агротехнике орхидей, без химически синтезированных удобрений, фитогормонов, стимуляторов, активаторов и прочих химических средств. Результативность метода подтверждена не только мной, но и многочисленными зрителями этого канала. И если вы тоже хотите получить грандиозные результаты в цветении орхидей, присоединяйтесь к нам. А пока я напомню вам, что 19 минут вы провели вместе с каналом «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.